Привет, друзья, подписчики, привет, враги, которые меня тоже наверняка сейчас смотрят. Привет также всем тем, кто случайно напоролся на это видео. Меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, ныне диссидент и, конечно же, враг государства путинского. Сегодня я хотел бы поговорить о людоедах. В прямом и переносном смысле слова о людоедах. Одни людоеды убивают и, прямо можно сказать, едят людей. Их ловит полиция, они получают, пусть несправедливо маленькие, но все же сроки. А потом другие людоеды, злоупотребляя своими правами, ради власти выпускают их на свободу и делают героями. Я точно не знаю, ел ли Путин людей или нет, но точно знаю, что он причастен к убийству многих и виновен в убийстве тысяч. Поэтому людоедом в каком-то смысле слова его точно можно назвать. Чем же он людоед? Здесь нужно напомнить, что Путин в настоящее время является военным преступником, которого разыскивает Международный уголовный суд за совершение военных преступлений, подпадающих под признаки геноцида. Имена других людоедов, которые точно убивали и ели людей, это Николай Аголобяк из Ярославской области и Денис Горин из Сахалинской области. Это двое из того множества чудовищ, которых уже успел помиловать людоед Путин для того, чтобы они приняли участие в его преступной войне. Далее немного подробнее, в том числе и о других таких же. Ну а пока не забывайте поставить лайк и подписаться на этот канал, если вы, конечно же, еще не сделали этого. И обязательно досмотрите это видео до конца, там будет важная информация. Итак, поехали. Итак, Аголобяк. Это осужденный в 2010 году людоед-сатанист, который получил 20 лет колонии за ритуальное убийство подростков на территории Ярославской области. Он и его друзья не только убили подростков, но они еще и съели части их тел. Они также прославились еще и тем, что выкапывали трупы из свежих могил для того, чтобы надругаться над телами. Это все происходило в 2008 году. Полиция искала эту банду, искала тела убитых ими подростков. Полиция нашла людоеда, а суд дал ему хоть несоизмеримо маленький, но все же срок в 20 лет. В итоге тюремный срок Аголобяка прервался, поскольку это животное было завербовано в колонии и уехало воевать в составе путинского недовермахта на территории Украины. Он был помилован военным преступником Путиным. Повоевал в составе отряда «Шторм-З», получил ранение и недавно вернулся в Ярославскую область. Сейчас людоед проходит курс лечения после ранения и готовится выйти на улицы Ярославской области, по которым гуляете вы и ваши дети. Второй людоед, которого за последнее время помиловал Путин, это Денис Горин из Сахалинской области. Горин – это серийный убийца и маньяк-людоед. Он совершил как минимум 4 убийства и в 2 случаях съел останки своих жертв. Соседи же, которые присутствовали при задержании Горина, утверждали, что он убил как минимум 13 человек. Горина выпустили на свободу, помиловав его ради того, чтобы он отправился на войну с Украиной. Маньяка завербовали в ЧВК, потом он заключил контракт с Министерством обороны, и его помиловал все тот же людоед-президент, в кавычках. К ноябрю 2023 года, по подсчетам журналистов, преступник Путин помиловал как минимум 17 человек, осужденных ранее за убийство. Все они участвовали в агрессии против Украины и вернулись с фронта на свободу. Некоторые уже успели совершить новые преступления и нагнать жути на обычных граждан. Далее я кратко напомню об этих лицах. Одним из тех, кого российская власть в лице Путина и всего его окружения считает героями, является, среди прочих, Владислав Канюс из Кемерово. В 2020 году Канюс с особой жестокостью убил свою бывшую девушку. Во время убийства соседи слышали крики девушки и несколько часов, несколько раз звонили в полицию. Но силовики в течение многих часов, пока он убивал девушку, так и не приехали. В июле 2022 года Канюс получил за это всего лишь 17 лет колонии строгого режима. Полицейские получили условные сроки за халатность. В итоге в 2023 году Канюс был помилован таким же, как он, преступником Путиным. Вступил в его армию и уехал убивать в Украину. Затем он вернулся в Россию и сейчас находится на свободе среди вас. Следующий путинский герой – это Евгений Дудров из Нижнего Тагила.
В 2003 году Дударов с друзьями похитил 16-летнего мальчика. Они потребовали выкуп у родителей, но, не получив денег, убили мальчика. Они просто задушили его. Деньги нужны были им для покупки героина. Полиция раскрыла это преступление спустя 16 лет. Дело передали в суд, и в 2021 году Дударов получил смешной, но срок в 12 лет колонии. В 2023 году убийца оказался на свободе благодаря тому, что его помиловал преступник Путин. Он полгода воевал в составе террористической ЧВК Вагнера и в итоге вернулся в родной город. Следующий герой – это Сергей Шмелев из Красноярска. В 2019 году Шмелев и его друг до смерти избили спортсмена Дмитрия Сисигина. Они сняли видео, на котором веселятся испачканные в крови своей жертвы. Полиция нашла преступников, дело передали в суд, и оба в 2021 году получили по 14,5 лет колонии. Срок смешной, но все же. В 2023 году Шмелев оказался на свободе благодаря преступнику-президенту, который его также помиловал. Угадайте, для чего? Правильно, для того, чтобы он поехал убивать в Украину. Следующий убийца – это Вячеслав Самойлов из Архангельской области. В 2021 году пьяный Самойлов убил свою 30-летнюю гражданскую жену. Он расчленил ее тело, используя для этого обычную ножовку, и спрятал останки в разных местах, а вещи просто сжег. Убийцу поймала полиция, дело передали в суд, и Самойлов получил 9 лет и 7 месяцев колонии. В 2023 году убийца оказался дома после того, как его помиловал преступник Путин, и после того, как он пробыл на преступной войне 3 месяца. Следующий путинский герой – это Артем Бучин из Пермского края. В 2022 году Бучин изнасиловал и убил 23-летнюю Татьяну Рекутину. Правоохранительные органы нашли его, передали дело в суд. В феврале 2023 года Бучин получил 20 лет колонии. Прокурор при этом просил о пожизненном заключении. В августе 2023 года убийца уехал на войну в Украину после того, как его помиловал президент-убийца. Уже в ноябре преступник вернулся в свой город. Следующий герой путинского государства – это Станислав Богданов из Нижнего Новгорода. В 2012 году Богданов убил мирового судью Сергея Жиганова. Он нанес ему не менее 40 ударов кочергой, снял с судьи золотую цепочку, отобрал банковские карты, после чего добил, бросив на голову гантель. Полиция задержала преступника, дело передали в суд, который дал ему 23 года колонии. В 2022 году Богданов был помилован Путиным и поехал убивать в составе ЧВК Вагнера. Он вернулся домой без ноги, но с медалями. Такой вот, герой. Следующий путинский герой – это Дмитрий Суюншалиев из Красноярского края. В 2013 году этот герой и его сообщник зарезали 2 ветеранов Великой Отечественной войны – Тамару и Николая Масловских в их доме. Убийцы забрали у них деньги и медали. Преступников задержали по горячим следам, дело передали в суд. В итоге Дмитрий получил 21 год колонии строгого режима, его сообщник – 16 лет. Далее оба убийцы были помилованы все тем же военным преступникам из Кремля и вышли досрочно. Оба поехали убивать в Украину в составе путинского недовермахта. Сообщник Суюншалиева умер в окопах, а сам Суюншалиев вернулся домой с ранением и сейчас живет и веселится со своими друзьями далеко от внучки своих жертв. Он, кстати, купил машину еще. Следующий герой путинского вермахта – это волгоградец Арсен Мелконян. В 2020 году Мелконян до смерти избил риэлтора, у которого возник конфликт с его сестрой в родительском чате. Его задержали, преступление было раскрыто, а дело направлено в суд. В 2022 году убийца получил 11 лет лишения свободы. Спустя полгода после вступления приговора в силу убийца вернулся домой. Все дело в том, что его также помиловал президент-убийца, после чего Мелконян попал на фронт в состав захватнической армии Путина. И сейчас он на свободе. Еще один герой, помилованный Путиным, это Владислав Коробенков из Обнинска. В 2016 году Коробенков со своим братом изнасиловали и забили до смерти 19-летнюю девушку по имени Мария. Они нанесли ей не менее 60 ударов битой по голове. Преступников задержали, преступление было раскрыто. Дело передали в суд, который в 2021 году дал им по 19 лет колонии. В октябре 2022 года убийца был помилован президентом-преступником, так как уехал воевать в составе его террористической ЧВК Вагнера. Следующий герой путинского полувермахта – это Павел Захаров из Санкт-Петербурга.
В 2015 году Захаров убил 61-летнюю мать своей девушки. Захаров нанес женщине не менее 50 ударов ножом. Преступление было раскрыто, его задержали. За 2 недели до этого Захаров, кстати, напал еще с ножом на прохожего, приставив к его животу нож и потребовал от него деньги. Уголовное дело передали в суд, который приговорил Захарова к 11 годам колонии. Далее все как всегда. Убийца Путин помиловал Захарова, чтобы тот вступил в его преступную безумную армию. И в январе 23 года после службы в террористической ЧВК Вагнера убийца оказался дома. Следующий герой путинского государства – это Вадим Техов из Владикавказа. В 2019 году Техов зарезал бывшую жену. В тот момент Техов уже находился под домашним арестом по делу о покушении на убийство. Убийца был задержан, дело передали в суд. Суд назначил в 2021 году Техову 16 лет колонии строгого режима. Убийца был помилован собратом по разуму из Кремля и в ноябре 2022 года оказался на свободе после службы в составе путинского войска. Еще один путинский герой – это Владимир Татаринцев из Калуги. В 2014 году Татаринцев с братом изнасиловали и убили 18-летнюю девушку. Преступление было раскрыто, уголовное дело передано в суд. В итоге в 2019 году обоих суд приговорил к 18 годам колонии. В 2023 году Татаринцев был помилован преступником Путиным, поехал воевать в составе террористического Вагнера и летом вернулся в Калугу. Следующие 2 героя путинской армии – это убийцы Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов из Новосибирской области. В 2019 году Фурсов и Белоусов убили 34-летнюю Ирину Синельникову, которая собиралась продать им машину. Под видом покупателей Peugeot 407 Фурсов и Белоусов напали на нее, задушили, вывезли тело в Кемеровскую область и оставили в глуши. Автомобиль убийцы перепродали. Преступление было также раскрыто, дело передано в суд. В 2021 году Фурсов получил от суда 21 год колонии, а Белоусов 18 лет. К 2023 году оба были помилованы президентом-преступником и вышли на свободу после того, как повоевали в составе путинских войск на территории Украины. Еще один герой путинского недовермахта – это Доржи Циринджапов из Читы. В 2019 году Циринджапов задушил 18-летнюю девушку. Он расчленил ее тело, а части выбросил в реку. Голову девушки нашли во дворе дети. Данное преступление также было раскрыто. Дело передано в суд. В 2020 году суд назначил убийце жалкие 14 лет колонии строгого режима. В итоге его также помиловал убийца Путин. Циринджапов повоевал в составе путинской армии и вернулся на свободу. В 2023 году он снова убил человека. Следующий герой путинского государства – это Иван Росомахин из Кировской области. В 2019 году Росомахин убил односельчанку, был пойман, дело передали в суд. В 2020 году он получил 14 лет колонии. В 2023 году он вернулся домой после того, как был помилован Путиным и поучаствовал в преступной войне. Когда убийца вернулся в родное село, он снова убил человека, на этот раз пожилую женщину. Еще один герой, помилованный преступником Путиным, это Дмитрий Зеленский. В 2018 году Зеленский задушил свою девушку и пропустил ее тело через мясорубку. Преступление также было раскрыто, а дело передано в суд. В 2019 году суд приговорил убийцу к жалким 11 годам колонии, но уже летом 2023 года после участия в агрессии против Украины в составе путинских войск он вышел на свободу, получив помилование от президента-преступника. Последний путинский герой, о котором я расскажу сегодня, это Дмитрий Семенов из Саратова. В 2011 году Семенов с сообщником в ходе грабежа убили прохожего. В 2012 году суд приговорил Семенова к 20 годам колонии. До этого убийца несколько раз был судим. В 2022 году Семенов вышел из колонии, отправился в составе путинского полувермахта в Украину и был помилован маньяком Путиным. В августе 2023 года, уже после того, как Семенов вернулся с войны, он снова был задержан за нанесение тяжких телесных повреждений с использованием оружия. Это всего лишь те убийцы, о помиловании которых Путиным на данный момент стало известно общественности. Запомните их лица, все эти преступники не отбыли положенное им наказание, они не ответили ни по закону, ни по справедливости, и уж точно никак и ни перед кем не искупили свою вину. А кто-то, как, например, вот этот, до сих пор разыскивается за совершение военных преступлений. И они все опасны. Путин злоупотребляет своим правом на помилование только ради продолжения начатой им войны, которая нужна ему еще и для удержания власти. Помилование происходит с нарушением закона
и там уж точно есть к чему придраться. Например, ходатайство о помилованиях не рассматривается должным образом на специальных комиссиях. Но и это еще мелочи. А теперь я хотел бы обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, которые занимаются раскрытием настоящих преступлений. Например, преступлений, подобных тем, что совершили указанные мной только что путинские герои. Я прекрасно понимаю, как порой сложно докопаться до истины и раскрыть серьезное дело. Как иногда сложно поймать жулика, преступника, который его совершил. Вы все каждый раз видите, сколько страданий и горя такие преступники приносят своим жертвам и их семьям. Это все проходит через вас. Каждое такое преступление – это человеческая трагедия с именами, фамилиями и непрожитыми оборванными жизнями. Я понимаю, сколько сил, нервов и личного времени вы вкладываете в то, чтобы справедливость все-таки восторжествовала и преступник понес заслуженное наказание. Ведь не все из вас работают исключительно только из-за денег или из-за карьеры. Каждый преступник должен быть не только пойман, он должен еще и понести заслуженное справедливое наказание. Часто, когда дела уходят в суд, а суд дает зверям и людоедам смешные сроки, вы, так же, как и все нормальные люди, испытываете чувство злости и несправедливости. Но взгляните теперь на то, что происходит последние почти 2 года. Пойманных вами зверей, убийц и людоедов отпускают на свободу иногда сразу после того, как им был вынесен приговор. Они таким образом не только не изолируются от общества и не встают на путь исправления, они даже не успевают осознать то, что совершили, и тем более раскаяться. Ваша работа ни во что не ставится. Родственники жертв не находят утешения. Все ваши усилия обнуляются росчерком пера одного мудака, засевшего в Кремле. Вы работаете для того, чтобы у общества была возможность безопасно жить в своей стране. Людоеды, которые представляют общественную опасность, должны быть изолированы от общества до тех пор, пока они не перестанут представлять такую опасность. В этом и заключается ваша работа. Вы все прекрасно понимаете, какую опасность представляют массово помилованные, не отбывшие свое наказание преступники и как это отражается на преступности в целом. Преступник Путин и вся его банда чиновников, сидящих в уютных теплых кабинетах, плевать хотели на все ваши усилия, на горе и безопасность людей. Им важны только свои собственные интересы. Ведь их семьи в безопасности, под охраной или вообще живут в странах Запада. Мы все должны стремиться к тому, чтобы этот преступный режим перестал существовать как можно скорее. Этот режим опасен для общества и должен быть изолирован от него. Здесь я говорю о конкретных лицах. Я говорю о руководстве страны в лице удерживающего власть и называющего себя президентом Путина и его окружения, которые развязали преступную войну, которые виновны в смертях сотнях тысяч, и по вине которых десятки или сотни пойманных вами особо опасных преступников оказались сейчас на свободе, на улицах ваших городов. В следующем году этот президент окончательно превратится в тыкву. Он перестанет быть законным верховным главнокомандующим, он перестанет быть тем, кто осуществляет руководство деятельностью МВД и других силовых структур. Вы должны запомнить простую истину. Он не имеет права принимать участие в так называемых президентских выборах. Любые его попытки сделать это будут незаконными. Это преступник, чьи приказы, указы и распоряжения будут считаться незаконными и которого нужно задержать, арестовать и выдать в Гаагу. Поэтому я призываю вас делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее. Он опасен для мирового сообщества. И еще один важный момент, который вы, силовики, должны понимать очень хорошо. Этот президент, в кавычках, как и весь этот режим, они не вечны. Он отправится на концерт Кобзону раньше, чем у большинства из вас наступит пенсия. Он уйдет, а вместе с ним уйдет и сам режим, я надеюсь. Ну, а вы-то останетесь. И вам жить потом с людьми, которых многих из вас сейчас заставляют преследовать и прессовать только из-за их гражданской, политической или антивоенной позиции, в то время как людоедов и убийц детей отпускают на свободу только за их заслуги перед фюрером. Я предлагаю вам быть на светлой стороне и помогать тем, кто борется с режимом, и тем, кого этот режим преследует по политическим мотивам. И я уверен, что потом вам это точно зачтется. Как это сделать?
Вы можете, используя меры предосторожности, предупреждать, например, тех, кого вас заставляют преследовать, или тех, о преследовании кого по указанным мной только что мотивам, причинам вам стало известно. В отношении кого проводится разработка или предварительная проверка по указанным, опять же, мной только что причинам, мотивам, и кому грозит опасность в связи с этим. Если это безопаснее и легче для вас, вы можете присылать данную информацию на адрес безопасной зашифрованной электронной почты, который вы видите на экранах. Он же, кстати, есть в описании к этому видео. Делайте это с анонимных адресов и используйте VPN и Tor. Думаю, мы сможем помочь этим людям. Будьте на светлой стороне. У меня на сегодня все. Как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.